Здорово всем, друзья! Ну что, давно мы не смотрели Зомби Чеза. Зомби Чеза поздравляю с новогодними праздниками. Накатишь? Шо? Опять? Ну и все, кто нас смотрит, ребят, с Рождеством, там, с вот этим вот, со всеми. Ну, со всем, чем только можно. Вас просто поздравляю. Напишите тоже поздравления сразу в комментариях. Вот прямо сейчас нажми паузу, напиши в комментариях просто с ТНГ. Или там с Рождеством. Или просто с Рождества. Сокращенно, просто спразд. Точка. Все. Давайте посмотрим, что там Зомби Чез нас сегодня приготовил. Добавить специй. 15 страшных видео, которые пугают вас до усрачки. Но это вообще не страшно, это, как всегда, это для женщин, да. Это мы сейчас сразу все поймем и это. Кстати, я напомню, то, что надо поставить лайк, подписаться с колокольчиком, ссылочку на Зомби Чеза оставил внизу в описании, вы тоже не забывайте это сделать. Кстати, напоминаю всем, что сейчас идет акция, ребята. Знаете какая? Правильно. Не понял. Можно не только взять и подписаться на этот замечательный канал в 23-м году, потому что ты меня давно смотришь и этого еще не сделал. 31 или 32% людей, кто это не сделали. Но еще и можно по ссылочке внизу в описании купить прекрасную, замечательную линию одежды. Хотел вообще сказать мерч, но так как это уже целая линия одежды, хардстайл, надеюсь, то, что на новогодние праздники, ну или после них вы можете приобрести. Там есть разные совершенно вещи, там всякие пледики, не пледики, кигуруми, футболочки, там всю, короче, вот эту вкусности можете приобрести, тем самым не только поддержать наш канал, но и завестись какой-то новой, хорошей и очень качественной вещью. Ссылка внизу в описании. Спасибо. Поехали. Раз вы нажали на это видео, значит вы любите немножечко пощекотать себе нервишки. Так вот, в Есть этом такое. случае немножечко не обойдется. Эти истории и прикрепленные к ним видео вас напугают на все 99%, а может даже и на 100%. Готовы к порции с жутчайших видео? Готов. Вы на канале Зомби Чез. Начнем. Поехали. Начнем с первого видео. Давай. Недавно появилось в сети. Сразу скажу, вы такого нигде и никогда не видели. Ну, конечно. Ужас. Конечно. Схватит вас. Что, мы зря канал Зомби Чез, что ли, смотрим? Конечно, мы нигде больше не видели. Только у Зомби Чеза всегда смотрим страшилочки всякие вот эти вот. Ага. Да. Надолго. Исследователи из Пакистана попали в заброшенное поселение, село, полностью лишенное жизни, но в нем живут любопытные призрачные дети. Вначале мы видим, как блогеры ходят по пустым полуразрушенным Вот по лицам сразу видно, что, скорее всего, это шляпа. домам. Место полностью безжизненное, погруженное в темноту. Эти места явно люди оставили давно. Ничего не предвещало никакой беды, никакой мистики. Просто парни заходят и выходят из пустых зданий, в которых находят максимум разбросанных вещей и мусора. Но происходит Там в углу лежали каловые массы. Много очень. нечто пугающее. На одном из зданий появляется темный силуэт. Присмотревшись, можно увидеть ребенка лет 5-6, который просто стоит. А ты знаешь, навскидочку, как в вестернах, как в этих, в «Крутой Вокер», «Правосудие по-техасски», помните? Кто там этот? Чак Норрис, да, старина Чак или что он там? Помните, он стрелял вот так, знаешь, так, на, тац! Все, голова отлетела. А нечего манекена выставлять. И смотрит из темноты на исследователей. Парни подошли поближе к ребенку, чтобы узнать, что он тут делает и где его родители, но замечают, что в одном из близстоящих зданий есть еще один малец, который также стоит в темноте и пронзительным взглядом смотрит на них. Таинственные дети начинают окружать блогеров со всех сторон, вероятно, таким способом хотят их прогнать и напугать. कौन है तुम कौन हो Бена чао, бела чао, бела чао, 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 на-на-на-на. Парни пытаются выбраться из этого места, но происходит странно. Один из детей схватил кирпич и кинул прямо в голову оператора, после чего блогеры молниеносно покинули это место. असद भाई Ты слышал, как у них кирпич летит? Ну, индусы совсем Это же, ну, это ты слышал, кирпич как кинули? Там что, пенопласт или что там? Дальнейшая история этого события, к сожалению, неизвестна. Что это были за дети, также не ясно. Как только появится подробная информация о произошедшем, я вам сообщу в другом видео. Ждем полное извинение где-нибудь в каком-нибудь этом
видео. И Поехали. вновь у нас исследование заброшенных мест. Только в этом событии, в этом видео произойдет невероятный ужас. Да такой, что хоть бы YouTube не заблокировал это видео. Ну, первый фэк 100%. Находка в одном из заброшенных зданий блогерами-любителями. Демоническая, оторванная, но еще живая голова и рядом тело неизвестного подростка. Звучит бредово и жестоко, но смотрите. В одном из мест США было когда-то поселение, которое населяли люди азиатской внешности. Китайцы, индонезийцы, южнокорейцы и так далее. Это место давно заброшено, там никто не живет. Два блогера нашли это место и решили его исследовать. Все бы ничего, но в одном из зданий они находят зловещую картину, от которой появляется странное чувство. Что это такое? И чувство ужаса. Часть кадров мне придется заблюрить, так как происходящее весьма пугающее и кровавое, по правилам Ютуба. В одном из зданий ребята находят живую голову в крови, то ли ведьмы, то ли демона. Рядом лежит тело неизвестного. Что тут произошло, даже предположить страшно, не говоря о том, чтобы это выяснить. Голова вся искромсана, зловещая улыбка, этот смех. Что у вас здесь происходит? Есть еще вариант, что это может быть не оторванная голова, а кто-то поместил тело под пол, и из-под пола торчит только голова. Самое интересное, что качество видео хорошее, и можно Самое не только интересное, это прям удивительно. Удивительно, что индонезийские дети совершили прорыв в съемках мистического контента, потому что они начали снимать уже не на 144, а на 480 камеры. Уже можно что-то разглядеть, достойно. Давайте похлопаем детям. посмотреть все детали, где точно видно, что это реальное существо. Исследователи дико испугались этого явления и, долго не задерживаясь, с истерическим криком убегают оттуда. Переходите в мой телеграм-канал Чизоид, чтобы увидеть оригинал видео без замыливания, без блюра, рассмотреть все детали произошедшего, узнать больше подробностей и, соответственно, тогда сделать вывод, может ли быть, что это было реально, не постанова. Не кликбейт, пост за 24 декабря. А также, раз перешли в телеграм-канал Чизоид, мужчина прогуливается по лесу и наткнулся на небольшой дом, который кажется заброшенный. Поначалу он колеблется, заходить в него или нет, в итоге решается. То, что произойдет дальше, вас невероятно напугает. Кто, блядь, вообще дома так строит? Просто один дом где-то на отшибе, непонятно где в лесу. Вот что он заснял. Блядь, что по камере? Аля. По голове себе постучи. Аля. Опа, Мария, проникновение со взломом. Запишите, пожалуйста. Всего доброго, на. Поехал, блядь. Я не хочу просто вертеться, как пропеллер в первой же душевой, этот Ан-2, кукурузник, вот этот. Если в доме есть свет, что, нельзя включить его? Говорит, воздух весь всосешь. Я один не понимаю, он поднимается, спускается или куда-то по лестнице лезет? Ты чё, мразь, блядь? Ты чё, тварь, ёб твою мать, блядь? Сейчас тут чуть не произошло здесь. Ебать. Чё это было? Кажется, что дом все-таки не был заброшен, но неизвестно кто или даже что Опять фейки. Блять, очень правдоподобные фейки. было внутри. Это хозяйка дома или что-то другое. После этого происшествия Давай поиграем. Ты
Догони меня! Автор видео в следующий раз будет думать дважды, прежде чем зайти в Дважды, трижды, ёпта. Надо просто, когда лезешь, вот так вот ее немножечко наверх держать. Понимаешь? Чтоб сразу улыбка хотя бы в последнюю секунду с этого лица оно сошло. Сразу. Сначала вот так вот поднимаешься, одним глазком посмотрел, как шандарахнул, блядь, дуплетом. заброшенное здание посреди леса. Жуткое видео было загружено неизвестным на закрытых источниках интернета. Я На закрытых источниках интернета. Страшно, очень страшно. полагаю, что это видео может быть одной из самых жутких моментов, в котором проявил свои деяния призрак. О! Обратите внимание на девочку на заднем Так, внимание. плане. Она просто стоит там задумчиво, когда что-то поднимает ее вверх. Ага, ага. Не верю. Сразу не верю. Ты прикинь, реакция матери. Обратите внимание. Еще раз. Деяние призрак. На мать смотрите. Ты прикинь, кто-то поднимает вот так вот. Смотри. Обратите внимание на девочку на заднем плане. Она просто стоит там задумчиво, когда что-то поднимает ее Ага. И мать просто смотрит. вверх. Больше всего пугает В смысле, мать просто убежала? в этом видео даже не то, что девочку поднимает какая-то невидимая агрессивная сущность, и не то, что это может быть реальность, а пугает то, почему мама просто убежала, не помогая девочке. Будем надеяться, что с девочкой все в порядке. Ну, когда такая мама в доме и когда такой призрак реально, может быть, на вас нападает, нужно сделать всего 4 движения. Да, нужно их запомнить, и, в принципе, только этим можно полностью как бы оградиться от всех духов, от призраков. Все. Больше надеяться тебе не на кого. Только на етицкую силу, не более того. То, что происходит в этом видео, поначалу выглядит совершенно нормально. На видео видно, как отец маленького мальчика идет по коридору старого отеля. Они подходят к большому зеркалу и снимают себя на камеру. Смотрите, что происходит. That's Rowan. Смотрите на отражение ребенка. Осиновый кол взял. Я вот так поколобродить, блядь. Когда тот отходит от зеркала. Кажется, будто оно разделилось на отдельные отражения. Когда отражение малыша исчезает, другой ребенок в зеркале пристально смотрит темными глазами. Отец ребенка, вероятно, даже сразу и не заметил, что произошло. Как думаете, что не так с этим зеркалом? Сейчас вы увидите видео. Оно грустное и пугающее. Женщина, лежащая в больнице, умирает, когда происходит нечто мистическое. Видео запечатлено на камеру наблюдения за больным по типу радионяни для детей. В начале видео автор записи, медсестра, утверждает, что женщина прямо сейчас на грани смерти. Она фактически умирает. Она смотрит на монитор, когда замечает что-то странное. Присмотревшись, мы видим следующее. It's like something touching her. Слишком правдоподобно. Обалдеть. Ты представляешь, руку ей тянет. Ну, за собой типа зовет. Обалдеть. Ну, не знаю, может быть, фейк не фейк, но выглядит, конечно, сильно.
И знаешь, что самое стрёмное? То, что пациентка-то тоже смотрит в эту сторону. То есть она реально вот 100% поднимает прям глаза и смотрит. Не хочет. Что-то похожее на руку протягивается к женщине на смертном одре. Все это четко можно видеть и на кадрах. Что-то как будто пытается утешить больную женщину. Можно предположить, что это может быть призрак любимого человека, который все еще заботится. Что думаете об этом реальном душераздирающем и мистическом видео? Как это объяснить? Ютубер по имени Саша наслаждалась отдыхом Саша. Саша. в Южной Корее, когда замечает нечто жуткое, преследующее ее. Она замечает на экране своего телефона, что ее преследует клоун в грязном костюме и в мятой белой маске. Он преследует ее достаточно долго и появляется практически во всех кадрах. Поначалу он находится на дальнем расстоянии от нее, но постепенно начинает приближаться все ближе и ближе. He looks creepy. Does he look at me? Сначала Саша воспринимает это как шутку, но когда клоун следует за ней в торговый центр, она понимает, что это реальная проблема и ей нужно быстро скрыться. Я могу неправильно что-то сейчас, конечно, сказать, но если мне не изменяет память, то в Соединенных Штатах, в USA, в Америке, вот за эти вещи, как же оно называется, преследование или как-то там у них есть, можно заехать настолько, если она просто вот идешь вот так вот, какой там 911, здравствуйте, меня преследует кто-то. Сталкинг называется, да-да-да, типа когда преследуют, типа как жертву преследуют. Там сразу... И в этом костюме он так и уедет в эту. А знаешь, что делают? От преследования. Because this strange guy, he's Твою мать, Мутко на связи, чешо? Абсолютно. here, and it's not funny. It is not funny. If he won't follow me, I kick him face. Because I am gladiator, I am damage dealer, and I am treasure hunter. Look, Look at in my boobs. Show me your boobs, please. Thank you. he look at me. Она пытается скрыться от него, но когда это не срабатывает, она звонит в полицию и начинает убегать, когда клоун начинает ее догонять. В итоге она Подходишь к нему в упор, говоришь. You wanna play the game? Давай поиграем. Догони меня. А сам уже 9-1 набрал. 911. Она села в такси и скрылась от преследования. Ну, криповая тема, если Видео, это правда которое такое. я вам сейчас покажу, вероятно, происходит крещение, и в этот момент появляется настоящий ангел. Это видео было опубликовано на сайте Reddit и заставило некоторых людей поверить в чудеса. Внимательно следите за тем, что происходит над головами людей в белом. Mire, ¡ay, mire! Mire como unas alas. Tómale foto, mamá, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Мистические туманные фигуры появляются и ведут себя странно, а потом происходит следующее. Самое, знаете, что стрёмное в этом во всем видео? То, что слишком много людей все это видели. Похоже, что так называемые ангелы отражают людей, которых крестят.
Может ли быть это вода на объективе камеры или какое-то искажение? Но автор видео утверждает, Странно. что все происходило прямо на его глазах. Просто сколько с берега, Это видите, видео народу было видело. снято камерой видеонаблюдения внутри госпиталя в городе Сантьяго. Ну такой под вопросом. Кадры вас невероятно шокируют. Сначала кажется, что у пациента приступ паники, но в какой-то момент его ногу тянет какая-то невидимая сила. Вот этот момент в замедлении. Дежурная медсестра приходит на помощь к пациенту. Чё разлёгся-то? И сама не может понять, что произошло. Так действительно ли, что эта Рука хозяина. Осуждаю. больница может быть населена призраками, учитывая то, что это видео явно не постановочное? Теперь раздумайте над тем, что вы увидели. Пишите ваши предположения в комментариях. Это зов хозяина. Автор этого видео, Джеймс Фодер, он купил недавно куклу в Даркнете. По-видимому, кукла стоит намного дороже, чем ту, которую купил Джеймс, всего за $1. Видимо, от этой куклы хотели избавиться. Так оно и произошло. С тех пор, как Джеймс принес эту куклу домой, начали происходить странные вещи, от жутких неизвестных звуков до самооткрывающихся дверей и тумбочек. Джеймс уверен, что за этим стоит та самая кукла, которую он для эксперимента купил в Даркнете. Чтобы уж точно это выяснить, он решил поставить камеру напротив куклы, как раз в то самое время, когда чаще происходят странные вещи в доме. Он надеется заснять что-то, что докажет, что эта кукла призрачна. Сначала ничего странного не происходит в первые несколько дней записи, но однажды ночью происходит что-то очень странное. Камера, которую Джеймс использует, запрограммирована двигаться туда, где она улавливает движение. Поэтому если что-то движется, камера укажет на движения. это. Камера начинает странно перемещаться по комнате, как будто она улавливает какое-то движение с одной точки в другую. Вот, смотрите, что удалось заснять. Камера говна, что ли, всадила? Есть вероятность, что камера обнаруживает невидимое присутствие чего-то или она не работает должным образом. Следующая ночь может подтвердить, что все-таки камера не сломана и действительно что-то странное улавливает. Во вторую ночь Джеймс не был дома, когда это начало происходить. Он пишет: «Просто вау. Я оставляю шкафы открытыми на случай, если кто-то подумает, что я прячусь внутри. Я даже не знаю, что сказать». Вот что было заснято. Five Nights with Пидобир или что? Не часто ли пыль-то летает? Из ванной комнаты в спальню темная фигура быстро перебегает. Оно напоминает темный комок шерсти, перекатывающий с невероятной скоростью. Нафаня! Человек домовому как-никак хозяин. Сундук со сказками украли!
Джеймс думает, что эта загадочная фигура могла быть как-то связана с куклой. Он продолжает снимать по сей день подобное, потому что он уверен, что может запечатлеть еще что-то более странное. Следующей ночью Джеймс спал в своей комнате, когда происходит следующее. Да хорош Ого. Хорош пугать, ёпт. Ты чё перхать? Хорош, слышь? Хорош, дорогая, ты чё? Хорош! Ты чё, мать, исполняешь-то? Внезапно кукла движется сама по себе. Кажется, что она движется всего лишь несколько секунд до того, как резко перестать. После этих событий Джеймс рассказал, что доказательств достаточно, что эта кукла призрачная, и он больше не собирается ее держать у себя. Подошел, как с развороту, как дал ее. Что думаете о этой истории? Хорош. Мужчина по имени Уоль Если, короче, это фейк, то фейк очень бодрый. Придать дом огню. утверждает, что его преследуют обозленные духи, пытаются его убить. Но все это были страшные истории и пустые слова, до одного момента, который удалось снять на видео. В один момент у Уолли в квартире начинают происходить сверхъестественные действия. Он включил камеру и запечатлил все происходящее. Многочисленные предметы начинают падать сами по себе. Видимо, невидимая сущность пытается напугать мужчину. А вот момент, который выглядит самыми угрожающими из всех. Нож внезапно выскакивает из подставки и приземляется странным положением в миску, но после этого произошло еще более странней ситуация. Пока он описывает ситуацию с предыдущим ножом, другой нож выскакивает из подставки и летит вниз. Вместо того, чтобы грохнуться об пол, как должно было бы быть, его кончик вонзается в паркет, и нож остается в вертикальном положении. По понятным причинам оператор был потрясен произошедшим, после чего он поднимает нож, вставляет обратно в подставку и молниеносно уходит подальше с кухни. Что думаете об этой ситуации? Только он в дырочку что-нибудь туда запихнул. Эта семья не высыпается из-за странных событий. Мать и ее дети спят на полу, когда происходит это. Женщина убирает игрушку, как будто она привыкла к таким странным происшествиям. Вскоре после этого эта игрушка снова начинает двигаться. Вскоре с раковины с невероятной силой падают все предметы. Наконец, это событие пугает женщину. Она пытается успокоиться, но вскоре слышит это. Что-то похожее на звук фена или миксера, который сам по себе включился. Но следующее происшествие разбудило их всех. Вы видели это? В конце.
выглядывает из-за угла. Что бы это ни было, сегодня я больше не усну. Иногда изображения, снятые на бэби-монитор, могут заставить вас поверить в призраков и так далее. Бывают случаи, когда на бэби-монитор снимают что-то зловещее, взаимодействующее с ребенком. Так и произошло в этом видео. Мужчина по имени Мартин опубликовал это видео во всех соцсетях и считает, что на объектив видеоняни попал монстр, стоящий у кроватки его ребенка. Младенец беспокойно ворочается в своей кроватке. Вы можете видеть темную фигуру у изголовья кроватки, но пока не ясно, является ли это просто безобидной тенью, отбрасываемой каким-то предметом в комнате. Если бы вокруг моего маленького утырочка вот так вот глазоньки загорелись, одного или второго, там, неважно какого, я бы там, ёпта, устроил бы такую святую инквизицию, что там не только бы духи, там бы никого бы вообще бы никогда больше не было, вообще отродясь. Угу. Потому что ты что, гонишь и дальше продолжать смотреть, как свои ручища загребущими лезут к нему. Кстати, никогда не понимал, почему малые вот так спят. Что один, что второй у меня также спали, жопой кверху и просто вот так вот лежат. Не знаю, может, удобно им так. Я не знаю, как это работает. Очень много малых вот так вот спят. Именно пацанов. Не знаю, ну, за девчонок сказать не могу. У знакомых пацан. У меня двое вот так же. Не знаю, может быть удобно. Может, привычка. Может, не знаю, что. Но Странно. когда младенец переворачивается на живот, два светящихся глаза приоткрываются, а тонкие дымчатые пальчики тянутся сбоку кроватки. Это призрак, инопланетянин, подкроватный монстр. Что бы это ни... Отстольный сосун это. Взял дверь, открыл с разбегу, как дал, прописал с гриндера, блядь. Или с какой-нибудь этой сберц. Ни было, забери ты уже оттуда своего ребенка и быстро. Вот это правильно. Это видео, возможно, немного глупое, но тем не менее оно стало очень вирусным и удивляет большое количество людей. Смотрим. Белка появляется из ниоткуда посреди дороги. Странное видео стало вирусным и набрало миллионы просмотров. Автор видео поспешил назвать это сбоем в матрице, предполагая, что мы живем в смоделированном мире, в котором произошла ошибка, создавшая белку из воздуха. Но скорее всего это всего лишь игра перспективы. Там Оптический обман просто. мог быть небольшой уклон дороги или даже выбоина, из которой вылезает белка, создавая иллюзию того, что она появляется из ничего. Ну, спаун у белки здесь. Чё, какие вопросы-то? Ну, респится она. Где-нибудь машина сбила, а новая появилась. Да нет, там по-любому Умершие должны быть доставлены к месту их последнего упокоения. И знали ли вы, что... В это верю. В это верю, то, что те, кто ушли из жизни, они приходят на места. Неважно, верите вы в Бога, в черта, во что хотите, вообще ни во что не верите. Просто я думаю, что реально есть такое, то, что душа человека или просто что-то приходит на место, то есть, ну, оно еще там бывает. Вот когда это вопрос, потому что слишком много свидетельств, доказательств, всякой вот такой вот хрени. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Черт его знает. Когда-нибудь узнаем все. Мы иногда путешествуем с мертвыми. Это страшное видео было опубликовано в Твиттере, на котором видно безжизненное тело в грузовом отсеке самолета. Но Вопрос заключается в следующем. Почему тело не содержится в гробу? Многие в комментариях были в шоке от этого кадра. Некоторые вообще предполагают, что это кадр из какого-то фильма. Однако это короткое видео не было взято из фильма и не ясно, подлинное оно или постановочное. Я думаю, что видео реальное. А вы что думаете? ну, хрен знает, работник мог просто, да, уснуть, любой человек. Почему обязательно, что он мертвый? Просто чувак лежит. Если Манекен. вы досмотрели до этого момента, значит вам понравилось видео, а значит не забудьте поставить лайк, это очень важно. А также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые уникальные видео. С вами был Зомби Чез. Увидимся в новом видео совсем скоро. Пока. Чезушка, дорогой, очень хороший выпуск. Хочу похвалить.
этот выпуск, потому что пару моментов прям криповых. Криповых и еще 2 момента, которые мне сложно объяснить. Так что продолжай заниматься деятельностью. У тебя не за горами 4 миллиона. Ну и спасибо всем, кто на меня тоже подпишется. Буду вам очень, ребят, благодарен. С колокольчиком также подпишитесь. Ну и не забывайте колокол. Всем удачи, всех с праздниками. Пока-пока.